Я, Артур Фридрикович, 04.11.1989, Украина, Одесская область, Тарутинский район, поселок Березино. Расскажите, как вы оказались в России? Испугался мобилизации, воевать боюсь. В 23 году я выехал с Украины через Молдавию, поехал в Россию, потому что там брат проживает дома, может, к брату приеду, полегче будет. Ну, до брата я так и не доехал, мы с ним поссорились немного по телефону. Я сам остался. Знакомый был в Псковской области, он меня принял на время. Сделал мне временную регистрацию, я сделал паспорт гражданственный, мне необходимо было для работы, для дальнейшего вообще передвижения. Потом поехал до его сына в Нижний Новгород, до этого человека, который меня принял. Он мне дал работу, устанавливал пластиковые окна, двери, новостройки. Скажите, а как вы пересекали границу с Молдавией? Границу с Молдавией, адвокат у меня был номер. Я не знал, к кому вообще обратиться, чтобы пересечь. К нему обратился, спросил, может ли он помочь. Он имеет такую возможность. На что я услышал, что да, это реально. Согласился, он сумму назвал, говорит, подумай, если тебя устраивает такой вариант такой, тогда помогу. Какая сумма? $6000. И вот я согласился, я ему дал эти деньги. Он сказал, жди звонка, и буквально через дня 3-4, наверное, вечером позвонил, а утром сказал, ехать. Я и поехал. Расскажите, как вы потом попали в армию? Потом так сложилось, что я хоть и работал, но не всегда, иногда бывало такое, что в одном месте, где я работал, мне на деньги бросили. Так сложилось, что я остался на улице. У меня не было денег на дальнейшее существование. Это зима на улице, холодно. На последние деньги там немного выпил спиртного и сгоряча принял не на трезвую голову дурное решение такое. Подписал контракт. Сразу медкомиссия там, но ее практически не было, медкомиссии. Они просто по кабинетам росписи все поставили. И повезли Балашиха, где-то в Москве или Московской области. Часть там 34-19 часть. Там контракт уже, получается, подписывали. Это все в один день происходило. Уже числа 3-го нас привезли в полигон Погонного около Воронежа. Я понял, что я попал в очень хорошую ситуацию. Я начал сразу пятисотиться в этом же полигоне. Придумал историю, что моих родителей будто угроза в Украине. Но хотя это неправда, я просто придумал это специально, чтобы уйти с армии. На что они сказали, что там ФСБ нету, поезжаешь, и там будет ФСБ, и кто-то мне расскажешь. Куда дальше я сразу не понимал. И буквально там были дней 5, наверное, в этом Погоново. И повезли в Украину. Приехали в Можниковку, так говорили название. Там я сообщил опять о своей этой проблеме, что у меня родители, переживаю, и я не могу служить. Забрали документы мои все, где-то неделю проверяли, смотрели, меня в блиндаже держали, в обычный блиндаж, просто под присмотром какого-то там человека. И потом вернули документы и отправили все равно далее. Дальше отправили, получается, за этой ротой, с которой я ехал, получается, какой-то передовой там или тыловой лагерь.
Туда привезли, я опять пошел в замполит, который уже в новом месте, в другом лагере, там, опять же сообщил, что своей вот этой проблеме. Он говорит, это не мое дело, я сообщу ФСБ, пусть приезжает, там, пусть с тобой разбирается. Приехали уже другие ФСБ. И вот те тоже самые документы проверяли, но они уже забрали все мои документы. И уже мне их не вернули. И посадили меня в яму. В яме меня держали где-то месяца-два, около 2 месяцев. Когда вот эти ФСБ, которые забрали документы, я им писал, они сказали, ну пиши тогда официально, там отказ на бумагах и на видео тоже говори. Я писал бумаги, на видео говорил, что я отказываюсь от боевых задач, действий, приказов командиров. И после этого в яму посадили. Вот после ямы какой-то там 2-4 прикомандировали. Говорит, вы нам в принципе не нужны, там у нас было человек 8, может, точно не могу сказать. Говорит, вы нам не нужны, мы будем вам передавать все равно другим. Но это временно было у нас. И через несколько дней они прикомандировали уже какой-то там 14-28, какая-то уже не 20-я армия, где я был, а уже какая-то 6-я армия. 14-28. Я понял, что от того, что я отказываюсь, говорю об этом вслух и подписываю бумаги, видео, говорю, что результата никакого нету. Что все равно меня просто берут, перебрасывают в другие подразделения и хотят закинуть на шум. И я принял другое решение, что надо просто убежать. Я убежал просто. Через 4 дня меня поймали, военная полиция меня поймала. Отвезли меня в какое-то Зайцево. Так все там говорили, Зайцево. Там меня держали еще, не еще, но держали меня там около 1,5 месяца, чуть более 1,5 месяца. Опять же, продержали там 1,5 месяца больше. Пришли опять, ну по фамилии там сказали, вышли там. Опять повезли уже другое подразделение. Вот это уже последнее 153-е. Опять повезли нас на передовую линию. Приехали туда, в лагерь там, и там я 4 дня, где-то 5 ходил, просто бревна таскали поначалу. Там что-то строили, ну, переходы всякие. А на день 5 уже ночью там сказали, что, ну, меня тоже назвали мою фамилию, пойдешь на боевое здание. Ночью 2:30, получается, вышли, я специально осталась в группе, чтобы идти последнее. Я заранее хотел убежать. Я отстал, и ночью, пока еще не рассвело, чтобы не видели, я не убежал. Автомат, бронежилет, каску я все выкинул, оставил только рюкзак с провизией. У меня компас я раздавал в этом лагере. Пару дней я его искал, чтобы найти. И по солнцу ориентировался, выстрелил и слушал, опять же, чтобы идти на запад в сторону Украины. Шел я медленно очень, получается. Постоянно смотрел вверх, потому что, ну, в воздухе птички летают, камикадзе, там дроны. Под ноги постоянно смотрел. Обходил, старался обходить блиндажи, там, людей, ну, чтобы меня не видели, как можно меньше, чтобы видели, чтобы не знали, куда я иду. А уже это было около украинских позиций, там уже стоял, ну, уже видел оборудованные, ну, окопы, там сетки натянутые, маскировочные. Я просто подошел, человек стоял, с лопатой песок кидал. Я подошел, поздоровался, просто он меня не видел даже. Сказал, здравствуйте, добрый день. Вернулся так резко. Говорит, ну, ты звідки на украинском, говорит, я человек, который бегает от войны. Говорит, ну молодец, давай, только руки вперед, завязал руки и говорит, в окоп спускайся, потому что опасно наверху. Вот так и сдался в плен. Вы говорили, что вам там не нравилось, как они мыслят, что они делают. Можете подробнее об этом рассказать? Ну вот, даже по отношению к себе, что я родом с Украины,
Постоянно какие-то издевки, насмешки, вот хохол там, что-то им переведи постоянно на украинский, но это не делают не с той целью, что хотят просветиться, а как-то насмешку это все. Дали оружие, там так получилось, не знаю, кого-то мобилизировали, там понятно с ними. Кто-то там по ошибке попал в армию. Но делай все, что угодно, чтобы не убивать людей. Бросай оружие, убегай там, отказывайся, все, что можно. Нельзя же просто согласиться, склонить голову и делать то, что тебе скажут. Я вот постоянно пытался убежать, отказываться. Но делайте и вы так. Понятно, что мы делаем ошибки в жизни. Даже, например, если ты осознал, что ты сделал ошибку, что ты попал в нехорошую историю, но попытайся выйти из нее. Не знаю, многие как-то молчали просто. Просто вот как будто нету собственного я, что ли. Чувство достоинства, не знаю даже, как назвать это. А с чего вы взяли, что они не хотят воевать и убивать? Может, они делают то, что им нравится? Я не говорю, что все так. Есть такие, которые, которые, хотят. Но есть такие, которые не хотят. Но все равно как-то промалкивают. Зачем промалкивать? Пусть тебя там в тюрьму посадят в России, что если ты там отказался. Пусть ты убежишь, там пусть ищут тебя. Надо пытаться. Как минимум, ваше желание попасть в украинскую армию у вас реализовалось. Скорее всего, в украинскую армию вы не попадете.